Туристический маршрут «Экологическая тропа Столбовская» начинается на 15-м километре автодороги Южно-Курильск-Головнино и заканчивается на побережье Охотского моря. Маршрут находится на территории охранной зоны заповедника Курильский. Его протяженность около 3 километров. За основу экологической тропы Столбовская была выбрана старая конно-пешеходная дорога, использовавшаяся японцами до 1945 года. Эта дорога в инженерном отношении высокопрофессионально спроектирована и является своеобразным эталоном инженерного искусства начала прошлого века. Дорога идет от северо-западного фумарольного поля вулкана Менделеева, где добывалась сера, по сильно пересеченной местности вниз к побережью Охотского моря. Тропа для организованного туризма была заново расчищена в 90-х годах XX века. Научные сотрудники заповедника ведут здесь фенологические наблюдения и ботанические исследования с 1992 года. Сейчас маршрут полностью пешеходный. Посетители тропы, как и 100 лет назад, могут увидеть старый дремучий лес с преобладанием пихты сахалинской, ели аянской и березы каменной, Эрмана. Лес представляет собой сложную мозаику из старых деревьев, завалов из ветровала и бурелома, куртин молодого подроста. Обильно распространены древесные лианы – гортензия черещатая, актинидия каламикта, схизофрагма гортензиевидная, а также ипритка восточная. Ипритка – ядовитая лиана. Посетителям Курильского леса и побережья, где она любит оплетать скалы, следует знать это растение в лицо, стараясь избегать контактов. В самом начале тропы Столбовская – лиственный каменно-березовый лес. Далее путь пролегает через хвойно-широколиственный, затем через пойменный лес долины реки. Кроме привычных пихты и ели, на тропе встречается тис остроконечный, главный долгожитель Кунашира, и другие старовозрастные деревья. Уникальный массив старовозрастного леса – аналог лесов доантропогеновой эпохи, когда в природе еще не было стука топора. Расположен в средней части экотропы. Из-за труднодоступности на этот участок в свое время не смогли добраться лесорубы, благодаря чему здесь еще сохранились 400-летние тисы, способные жить до 2000 лет, а также 400-летние дубы, способные жить до 1500 лет. 200-300-летние колопаноксы, способные жить до 400 и более лет. 150-летние магнолии, способные жить до 250 и более лет, 200-250-летние березы Эрмана, способные жить до 400 лет, и гигантские 200-летние ели. На участках, где больше солнца, встречаются редкие древесные виды краснокнижных растений. Батракариум спорный, колопанокс семилопастный, магнолия снизу белая, оралия высокая и другие. В пределах России батракариум спорный и магнолию в дикой природе можно увидеть только на острове Кунашир. Красавица магнолия зацветает в конце июня, и в это время здесь можно почувствовать аромат распустившихся бутонов и увидеть ее цветы. В подлеске, где проникает больше света под кроны деревьев, активно распространился бамбучник. Сейчас его средняя высота на тропе около 1,5 метров. На 1 квадратном метре может находиться до 400 стеблей этого растения. Там, где нет бамбучника, под пологом леса можно встретить теневыносливые травы. Бесхлорофильный монотропаструм, хрупкие лесные орхидеи, майник широколистный и клинтонию удскую. В конце весны и в начале лета обильно цветут триллиумы камчатские. В
Курильском лесу имеются благоприятные условия для обитания большого числа видов птиц, дуплогнездников и не только их. Здесь часто можно увидеть и услышать черного дятла-желну, большого пестрого дятла, малого острокрылого дятла, дроздов, бамбуковую камышовку, красноухую овсянку, японскую мухоловку и зарянку. Круглогодично на тропе встречаются синицы разных видов, поползень, крапивник. Как выглядят птицы южного широколиственного леса, покажет стенд с изображениями лесных птиц в натуральную величину. Одна из таких птиц — зеленый голубь. Увидеть его трудно, но услышать его голос реально для тех, кто привык слушать звуки леса. В долине ручья Змеиный, где находятся термальные источники Столбовские, лес расходится. Солнце освещает удивительную поляну с природными грязевыми ванночками, зарослями гортензии метельчатой, папоротниками и дикой вишней. В местах выхода гидротерм наблюдается нитевидное отложение серы, зеленых и бурых термофильных водорослей, удивительный набор представителей микромира, который у каждого источника уникален. Вблизи терм любят греться дальневосточные сцинки и неядовитые полозы. Затем тропа продолжается на побережье через заросли пойменного высокотравья и другой растительности – белокопытника, бамбучника, лобазника и гречихи сахалинской. На этом участке живет большое количество цикад и различных видов насекомых. На Курилах часто можно встретиться с лисицей обыкновенной, и экотропа не исключение. И вот мы на побережье Охотского моря. Перед нами Кунаширский пролив. На песчаных дюнах цветет дикий шиповник морщинистый, лилии даурские, ирисы и множество других цветов. Вдали виднеются скалы знаменитого мыса Столбчатый, которым самые выносливые и любознательные могут продолжить свой маршрут.
Посещение экологической тропы свободно для всех желающих. Только от вас зависит, какой ей быть в дальнейшем. Берегите лес, его обитателей, не оставляйте мусор, слушайте звуки леса и шум моря. Прекрасный неповторимый мир Столбовской тропы будет существовать, если каждый посетитель тропы будет с уважением относиться к этому уголку дикой природы Кунашира.